Здравствуйте, это видео о том, как я бросил пить. Это видео, это мой личный опыт. Это не про кого-то я рассказываю. Я не рассказываю, как правильно бросать пить, там, употреблять алкоголь. Я рассказываю свой личный опыт, через что я прошел и к чему я пришел, я не знаю. Ну, давайте расскажу. Первое, что хотел сказать, то что вообще, что такое пить, там, алкоголь и так далее. Да все, наверное, прекрасно понимают, как у меня это было и сколько вообще, наверное, там я раньше пил. Вообще у меня организм такой, то что мне хватает, там, ну, раньше хватало, там, не знаю, 2 бутылки пива, там, и все, я уже там пьяненький, либо там, не знаю, 3 бокала вина, я уже пьяненький. Кто-то там, не знаю, 5 литров пива может выпить, или литр водки, он будет нормальный, и там себя хорошо чувствовать и так далее. А вот моя норма такая, там, 2 бутылки пива, все, и я уже как бы, ну, мне, то есть, нужно мало алкоголя было. Второе, что хотел сказать, то что всегда было сложно подобрать такой момент. Когда же, блин, бросить пить? Там, не знаю, все время всякие день рождения, праздники, там, не знаю, Новый год, там, годовщина свадьбы, еще что-нибудь такое. У меня это произошло тогда, когда мы поехали на сплав. У нас была такая традиция, мы каждый год ездили на сплав, река Угра, собирались с мужиками, там, плот, лодки, с собой там брали алкоголь, мы сплавлялись, ставили палатку, там пили, гуляли ночь и так далее, отдыхали. И пришло очередное лето, и надо было уже, мы уже собрались, все это уже запланировали дату и время, ехать на сплав. И я тогда думаю, блин, а что если этот сплав я проведу трезвым? Я тогда еще для себя думал, ну какая-то фигня вообще, ну как, ну все же будут пить, а я что, буду там белой вороной? Ну, в общем, себя я переборол, и на тот сплав тогда с собой я взял, ну, чисто только безалкогольное пиво, и все. Как бы, и потом не пожалел об этом. Кстати, вот сейчас, в данный момент, я уже не пью, ну, наверное, года 2. Употребляю я алкоголь или нет, я чуть позже об этом расскажу. Там, бывает ли у меня такое, то, что я там выпиваю иногда или нет. Это вот чуть дальше видео об этом расскажу. Опять же, как я говорю, то, что я сейчас рассказываю именно свою историю. Как бросить пить? Наверное, там куча видео в интернете, куча советников, там все рассказывают, как правильно это делать, как неправильно это делать. У каждого свой путь. Каждый человек это личность. И для каждого нужен индивидуальный подход. Вот такой индивидуальный подход я к себе нашел. Так, дальше что? О чем рассказать? То, что 2 года вот я уже не пью. С чего все началось? То, что с этого сплава, то, что я с собой взял безалкогольное пиво, и тогда я для себя поставил такую, ну, такую небольшую цель, то, что, блин, наверное, я не буду пить, ну, вот на этот сплав, и посмотрим, что выйдет. Опять же, для меня раньше было как-то непривычно. Ну как, ну все же там отдыхают, все же пьют, гуляют и нормальный образ жизни ведут. Там, не знаю, что в этом такого плохого, в этом алкоголе? Но у меня были примеры, я смотрел на людей, которые, ну, как бы вообще там не употребляют алкоголь, и они также живут полноценной жизнью, они радуются, смеются, отмечают праздники. Я раньше все не понимал, у меня был такой диссонанс, как так у них вообще получается, как они справляют вообще Новый год, как они вообще там день рождения отмечают трезвыми. Для меня это было все непонятно, сейчас это уже все понятно. Также хочу сказать о том, что вот как, допустим, было, там, не знаю, 2 года назад, там, 3 года назад, когда я работал на стандартной работе, то есть у меня была пятидневка, в пятницу вечером там, я мог спокойно там, взять бутылку пивка, либо на выходных взять, там, не знаю, пиво, там, мы вечером с женой сидели, подготавливались, какой-нибудь фильм крутой находили, брали алкоголь, брали там закуску, чипсы, всякую такую фигню, ну и смотрели там фильм. Как бы, то есть раньше это было в порядке вещей, даже иногда там, не знаю, среди недели, там какой-то был тяжелый день рабочий, там на работе там директор там что-нибудь чудит. После этого там идешь домой, берешь бутылку пивка, выпиваешь, расслабляешься, как-то отдыхаешь, там все это отпускаешь. Ну, это было вот, раньше так, для меня было такое, ну как сказать, ну это было, ну как в норме, как в порядке вещей. Тем более опять я скажу то, что окружение все мое, тогда, там, не знаю, сейчас многие из окружения. Ну как, это была норма вообще, там, на выходных встретиться, попить пивка, съездить на шашлыки, там, не знаю, взять вина, там, куда-нибудь пойти в бар с женой, в ресторан, там, не знаю, посидеть, посмеяться. Ну, то есть для меня это было как бы нормально, и тут ничего такого не было. Кстати, еще один такой момент, важно скажу. Как-то раз, я помню, год, наверное, даже это было 2,5, может быть, 3 года назад, я как-то ради эксперимента записывал там в телефон все траты на алкоголь в течение месяца. Ну, то есть
Я жил стандартной жизнью, ну, в принципе, я сейчас живу стандартной жизнью, там ничего не изменилось. Но тогда, как бы, вот я пил, и целый месяц я фиксировал в телефоне, сколько я тратил на алкоголь. То есть, там, на вино, на пиво. А еще же вся фишка в том, то, что не только же ты тратишь на алкоголь, а еще большая сумма денег выходит на закуски различные. Всякие там чипсы, рыба, там, не знаю, фисташки, там, все остальное. И я помню тогда то, что у меня, я вот целый месяц считал, ну, как бы, пил, гулял, там, грубо говоря, считал, и у меня вышла там, ну, офигительно большая сумма. Я тогда еще посмотрел, думаю, ничего себе, это я целый месяц потратил такие деньги, блин, на бары, рестораны, на пиво, на вино и на закуски. У меня тогда глаза были вот такие, я сейчас не буду говорить, какая это сумма, но это была приличная сумма, когда я прям все посчитал. Также хочу сказать то, что, как я там бросал пить. Я пошел, наверное, вот как раз это было там года 2 назад, я пошел в коучинг. Работать с коучем, был такой там Виктор Заряд, крутой мужик, я к нему пошел, сразу же купил пакет 10 сессий. Естественно, у меня там был запрос не только, чтобы там бросить пить, я вообще про это не думал, у меня там совершенно другие были запросы. Мы с ним работали 10 сессий, раз в неделю встречались. Я помню, тогда я отдал за эти 10 встреч половину своей зарплаты. Для меня тогда это было, ну, прям очень-очень много. Там, не знаю, там у кого-то там, не знаю, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч зарплаты. И вот тогда у меня было это ровно половина. Для меня это была гигантская сумма денег. Ну, я нисколечки об этом, опять же, не пожалел. У нас в России почему-то такой стереотип: коучем, психологом, чему они могут научить, что они могут подсказать там и вообще для чего туда ходить. Туда ходить и к ним обращаются, к этим специалистам, для того, чтобы разобраться более подробно в себе, задавать себе там, самому себе там неудобные вопросы, на них отвечать. В общем, такая глубинная работа психотерапии. И для меня коучинг — это серьезная такая штука, и я вижу там эффект от нее, и то, что вот я ходил на эти там 10 сессий, и то, что ко мне там клиенты приходят, и да и вообще, сам по себе коучинг — это крутая, здоровая штука. Это просто, как я уже сказал, то, что почему-то у нас в России как-то это все немножко, не знаю, по-другому это воспринимают, как шарлатанов, как каких-то там, не знаю, неудачников и так далее. Чему они могут научить там? Я взрослый мужик, мне там 34 года, у меня все хорошо, жена, дети, работа стабильная, у меня там зарплата, там все классно, все здорово. Ну и что, нафига мне коуч? В общем, я примерно так же думал. Потом я туда вот пошел, и в процессе коучинга мы начали там разбирать всякие моменты, связанные со мной, естественно. И дошли мы до алкоголя, и, наверное, 2 сессии про алкоголь говорили, какая польза от него, почему я пью, почему, опять же, там, в моем понимании, как сказать, как я раньше думал, то, что, там, не знаю, я там не запойник, я там не пью каждый день, я, там, не знаю, у меня нет такого, то, что я могу 2 дня подряд пить, или там беру бутылку водки, там, не знаю, там, напиваюсь, отрубаюсь до такого состояния, когда там ничего не помню. Для меня это было, ну блин, ну все же пьют пиво, и я, блин, пью. Все пьют в пятницу вечером пивко, там с друзьями собираются, и я, блин, пью. Все, блин, ходят в ресторан, там, не знаю, или в бар с женой, там, с друзьями, куда-нибудь на природу ездят и пьют пивко. И я, блин, типа, я же не запойник, я же там не алкоголик, типа, у меня нет проблем с алкоголем. Вообще у меня все нормально, как бы, я здоровый, полноценный человек, там, в обществе, и у меня там все хорошо, я успешный, у меня там офигительная квартира, машина, жена, зарплата, работа, там, у меня вообще, я крутой. Как я так раньше думал, то, что, ну и чё, блин, ну, выпил пивка, и что такого в этом? И сейчас чуть попозже я расскажу, как мое мировоззрение немножко поменялось по этому поводу. И вот после этого коучинга я начал внедрять спорт в свою жизнь. Опять же, хотел я этого, не хотел, ну, внутренне я был к этому готов, я к этому настраивался, но у меня не было такого, как сказать, волшебного пинка. У меня не было такого, как, может, не знаю, уверенности. И там после нескольких сессий я уже начал просто бегать по утрам. Я вставал, там, не знаю, в 5 часов, мы жили в Москве, парк Кузьминки, я бегал по парку Кузьминки. В общем, это был такой кайф, я получал такие эмоции, такие гормоны вырабатывались в моем организме. Опять же, алкоголь, мы же прекрасно понимаем, что это наподобие зависимости. Это когда в организме вырабатывается очень много гормонов счастья, радости. Ну, когда, вы сами, наверное, прекрасно понимаете, когда там после 2-й бутылки пива или там после 3-го бокала вина, ты уже такой веселый, счастливый, у тебя все налегке, все хорошо получается, ты весь такой кайфуешь. Ну, блин, каждый, наверное, знает это чувство там и так далее.
Но когда там тебе уже 34 года, ты уже не молодой, ты уже там не студент 18 лет. Когда ты 18 лет можешь выпить там, не знаю, бутылку портвейна, бутылку водки, через 3 часа пойти на учебу, либо на работу, у тебя организм совершенно по-другому с этим справляется. Ты можешь там не спать, там, не знаю, полсуток, либо там со свидания, там с девушкой погулял, еще куда-нибудь сразу же поехал. Или там вообще любое свидание, любое общение с девушкой у тебя все время там ассоциировало с алкоголем. Ну, блин, студенческие годы, это отдельная история. Но сейчас, когда мне там 34 года, когда 2 года назад было 32 года, алкоголь уже совершенно по-другому переносится. И когда там, не знаю, там, не дай бог, не 2 бутылки пива выпьешь, а 3 бутылки пива выпьешь, и не дай бог, оно там какое-нибудь там нехорошее оказалось, либо там вино какое-то там, не знаю, не сильно хорошее, то там потом целый день болеешь с похмелья, у тебя голова болит, ты целый день ешь всякую фигню, там всякие дошираки, какие-то сладости, там наедаешься там до живота, либо спишь весь день. Ну, короче, ты совершенно по-другому вообще это все воспринимаешь, и у тебя организм совершенно по-другому работает. Ну и вот, после этого коучинга я начал бегать и начал, как сказать, вот в плане зависимости. Что такое зависимость? Вот у нас есть нейроны, не только там алкогольная зависимость, наверное, там и никотиновая, да любая зависимость, там зависимость от сладкого, зависимость, да, от всего чего угодно, может даже там наркотическая зависимость. Принцип действия там у всех примерно одинаковый. То есть у нас есть нейронная связь, цепочка. И мозгу, чтобы получить дофамин, не только дофамин, другие также гормоны, чтобы получить радость, счастье там и так далее, он привык действовать по определенной схеме, по определенному паттерну поведения. И вся фишка заключается в том, чтобы избавиться от зависимости, избавиться от какой-то привычки. То есть нужно разрушить эту нейронную связь, и чтобы нейроны уже шли по другому пути. Не по старой цепочке, старую цепочку невозможно полностью разрушить, но чтобы вся сила шла, как сказать, вся энергия шла не по вот старому взаимодействию, а по какому-то новому кругу и получить что-то новое взамен. Это как, грубо говоря, что-то на что-то поменять, либо осознать в себе это внутри, то есть изменить именно нейронную цепочку в нашем мозге. Это вот то, что связано с зависимостью, как там, допустим, там я работаю с людьми. Ну и вот, вернусь к алкоголю. После этого я начал бегать. Блин, мне так понравилось бегать. Вот как я говорил, вставал там в 5 утра, в 6 утра. Потом мы переехали на другую квартиру, в другой парк. Я тоже там бегал. Я, блин, от этого получал удовольствие. И для меня еще раньше было такое, не знаю, там, те люди, кто пьют, это там алкаши конченые там и так далее. Ну, всякие там стереотипы были такие, хотя я точно такой же был, там, не знаю. Сколько это пить в неделю, там 2 бутылки пива, это много или мало? Это уже считается алкоголик или считается зависимость или нет? Ну, для меня, раньше я просто не понимал, у меня был такой диссонанс. Где же эта грань, где же эта золотая середина? И потом я для себя начал вводить, ну, как сказать, такое, типа как челленджа. Челленджер, ну, как сказать, грубо говоря, что будет, если я не буду пить целую неделю? Я там сразу же не загадывал себе, так, все, там, я с понедельника, все же там с понедельника пытаются начать там новую жизнь, типа, я вот в выходную пью, гуляю, там, ну, как-то с друзьями встречаюсь, а с понедельника все, берусь за, не знаю, за спорт, за трезвый образ жизни, исключаю там алкоголь навсегда, больше никогда не буду пить, как бы, иногда мысли такие приходят, я думаю, у каждого они приходят. И вот тогда я для себя понял то, что через неделю, ну, как бы на неделю я взял такой челлендж небольшой, типа вот неделю не буду пить и посмотрю, что будет со мной, что будет с моим состоянием. Ну что, неделя прошла успешно, целую неделю тогда я не пил, для меня это была неделя, ну прям такой, опять же, я помню тогда в тот момент на работе было очень много проблем, стрессовых, нервных ситуаций, хотелось как-то это все, не знаю, компенсировать алкоголем. Ну, я вот эту вот неделю, я тогда ходил, покупал шоколадки себе, снигерсы, там, баунти, там немножко заедал сладким, но не пил алкоголь. И через неделю я понял то, что, блин, вот неделя прошла, я не пил неделю. И состояние я тогда почувствовал вот прям внутри у себя совершенно другое. У меня был ясный ум, ясное сознание. Я был сконцентрирован, у меня даже взгляд, мне кажется, поменялся. И, блин, это вот состояние, я до сих пор его помню, то, что вот я эту неделю там не пил алкоголя, оно было офигительно. Оно было, как сказать, как будто бы какая-то пелена с глаз ушла, как будто бы ты, ну, там, трезвый неделю целую смотрел на жизнь, на мир, на обстановку, на друзей, на работу, там, на жену и на все остальное. Ты как будто бы новый человек был, и мне тогда это понравилось. Потом я подумал, блин, ну неделю если продержался, блин, я молодец, я красавчик. Давай попробую месяц. Думаю, ну смогу, не смогу, выдержу, не выдержу. А впереди как раз еще были всякие праздники, там, корпоративы, день рождения и так далее. Думаю, ладно,
как бы там один раз живем, давай попробуй 1 месяц просто не пить алкоголь. Ну что, попробовал я в течение месяца, да, было тяжело, там, не знаю, в пятницу хотел там сорваться, попить пивка. В течение этого месяца я пару раз покупал себе безалкогольное пиво, я вот там перепробовал много. Покупал себе также эту там запрещенку, там чипсы там и так далее, всякие орешки. Ну, с безалкогольным пивом я протянул месяц. И после месяца, опять же, я совершенно вообще по-другому стал себя воспринимать. После этого месяца это вот ясный ум, ясное сознание. Ты не болеешь с похмелья, ты там, ты не паришься. Да, иногда тебе там охота выпить пивка, но у тебя совершенно другое, вот самочувствие. И даже взгляд изменился, даже лицо изменилось. 1 месяца мне хватило, я даже потом смотрел фотографии, селфи, там одно лицо было, через месяц, когда не пил алкоголь, совершенно другое лицо. Там оно более румяное, более открытое, более красивое, более, какое-то другое, там, не знаю, не заплывшее. У меня сон более-менее там стал гораздо лучше проходить. Опять же, параллельно этот месяц я также бегал там, раз в 3 раза в неделю, может там 2 раза в неделю. Там иногда физические упражнения всякие делал. В общем, за 1 месяц мой организм как будто бы такой детокс был, очистился. И потом я уже подумал, если я смог месяц, так я, может, смогу и больше. Я тогда уже себе не ставил какие-то конкретные, там, полгода не буду пить и все, там, буду там в завязке или там год. Я просто начал жить дальше и, не покупать пиво, не покупать там алкоголь, не употреблять его. Со временем я понял, что можно приезжать на день рождения, отмечать Новый год, отмечать там, я не знаю, праздники, можно отмечать трезвым. И все так же весело, и ничего не изменилось. И если там, не знаю, первый месяц как-то мне там друзья подкалывали, там, может, немножко говорили, что ты не пьешь, там, что такого, может, выпьешь стаканчик, давай, по чуть-чуть, там, за встречу, мы с тобой там не виделись 2 года. Мне просто не хотелось. И потом уже, не знаю, прошло полгода, состояние в организме совершенно поменялось. Совершенно по-другому, мне кажется, начал у меня мозг там работать, лицо поменялось, физическое тело поменялось полностью. Как мне кажется, и даже жена, мне кажется, это замечала, там, я не знаю, коллеги на работе. Он просто по-другому стал выглядеть. Всего лишь потому, что там не пил месяц, не пил полгода. Вот такой, да, там иногда, как я говорю, там раз в 3 месяца я там брал себе безалкогольное пиво, там 2 бутылки возьму по старой привычке. Все равно паттерны, старое поведение еще осталось, там беру себе безалкогольного пивка 2 штуки, чипсы там перед фильмом, там еще что-нибудь, либо в какой-то стрессовой ситуации. Но это все, безалкогольное пиво все уходило, все меньше и меньше его становилось. Потом уже прошел год. И, по истечению года, это просто неописуемое состояние. Я просто теперь уже понимаю, вот когда год не пьешь, и когда вообще там не пьешь, не знаю, может там месяц, может полгода, вот это вот состояние, это кайфовое состояние. И ты уже знаешь, и ты уже пробовал, и ты уже понимаешь, ты уже чувствовал, что это такое, когда ты не пьешь. Ты совершенно по-другому смотришь на вещи, на мир. Ты совершенно по-другому думаешь. У тебя там не зашоренный, там, не знаю, взгляд. Да, конечно, там, не знаю, там, друзья, там, может, там, общение. Кстати, очень много зависит от общения. Там, потом как-то начали, уже не подкалывать меня, а как-то более-менее к этому серьезно подходить. И начали тоже уже спрашивать, а я тоже хочу бросить там на месяц, а я тоже там хочу на недельку. Для кого-то, на самом деле, на неделю бросить пить, это громадная работа. И после этого они сами поймут, что же это такое. Для кого-то там, не знаю, 3 месяца это очень-очень много. То есть у каждого там свои этапы, у каждого свой срок, у каждого там, каждый человек и есть там личность определенная, у каждого там свои тараканы в голове. И после этого друзья, наоборот, там начали там спрашивать меня, а как ты бросил, посоветуй, я вот тоже хочу попробовать. В общем, это было интересно. Кстати, прошел я еще тот этап, когда, там, не знаю, встречаешься с новыми людьми, либо там со старыми знакомыми, с старыми друзьями, кого не видел там год-два и так далее. И ты им говоришь, я не пью, там в баре собираемся, там заказываешь себе безалкогольное пиво, либо что-нибудь другое. Первый такой взгляд, ты что, больной, что там на антибиотиках, что болеешь, что там совсем допился или еще что-нибудь. Да нет, я никогда не пил, я никогда там не был, не знаю, запойником, просто неохота. И такие разговоры, когда ты начинаешь там в баре говорить, тебе неохота пивка сейчас выпить, и там чуть-чуть, там, не знаю, текилы, либо там какого-нибудь вина, я говорю, да неохота вообще, просто не тянет, просто элементарно, неохота.
Это было такое, как сказать, тяжело это было пройти немножко так психологически. Потом к этому привык, там все же сразу же начинают, ага, не пьешь, ну все, вот завтра там мы поедем куда-нибудь в отпуск, на шашлыки, завтра там мы тебя там споем, там тебя напоим, и ты бросишь всю эту ерунду. Ну, естественно, там нужна там сила воли, там, не знаю, трезвый ум, и ты понимаешь, для кого ты это делаешь. Ты это делаешь, ты бросил пить, ты это делаешь не для окружающих, не для оценки, не для кого-то там друзей, знакомых, родителей, жены. Ты это делаешь для себя. И когда ты это понимаешь более четко, более осознанно, ты это делаешь, потому что тебе это нравится, потому что тебе от этого хорошо, ты от этого получаешь удовольствие, тебе кайфово от этого. У тебя совершенно другая работоспособность, отношение к жизни, там, не знаю, как к другим вещам. Ну, в общем, когда ты глубоко это понимаешь, это совершенно по-другому проходит этот процесс. Теперь вернемся к тому, что вот уже прошло 2 года, я не пил. Употреблял я алкоголь за эти 2 года? Да, употреблял. Вот буквально, наверное, не знаю, полгода назад я выпил там 2 бокала вина. Но это было так классно. Это когда ты пьешь алкоголь не потому, что все пьют, всем надо. Нет, ты уже прошел это. Ты пьешь алкоголь не потому, что ты хочешь повеселиться, расслабиться, там, снять стресс. Нет, не поэтому. Ты уже по-другому научился расслабляться, снимать стресс там, с помощью медитации, йоги, спорта, там, того же бега, там, физических упражнений, там, неважно. Ну, был такой момент, когда вот мы с женой там, выпили эти 2 бокала вина, и я их выпил так в кайф, и, как сказать, именно это отношение. Я там себя там не гноблю, то, что, ой, как я там сорвался, не сорвался. Вообще даже мысли про это не было. Когда ты там не пьешь 1,5 или 2 года, и там выпиваешь 2 бокала вина, тебе вообще на это все равно. Ты просто по-другому на это смотришь, относишься там и так далее. Опять же, там заглядывать в будущее. Я там не ставлю перед собой цель всю жизнь до старости, до 100 лет, я больше там ни грамма алкоголя не выпью. Да нет. Не знаю, там захочу через полгода, через год, там через 5 лет, да выпью этот бокал вина. И я его выпью, я понимаю, что я там не сорвусь, и у меня там нет этого, как сказать, этой привязки, этого такой вот, этой зависимости, я там не буду себя гнобить. Да я сделаю это в кайф, я даже об этом вообще даже ни на секундочку об этом даже не буду думать. Я просто выпью в какой-то определенной, там, не знаю, ситуации, если я захочу, опять же, это сделать. И все. И... Ну, опять же, тут нужно ловить именно это состояние, когда вот чувствуешь сам себя, когда это очень-очень важно, чувствовать то, что ты хочешь сделать на самом деле. Не ради кого-то, а ради себя. И то, от чего тебе будет хорошо. В общем, попытался в этом видео рассказать свой личный опыт, как я бросил пить, что мне помогло, какая была реакция окружающих, друзей, родственников, там, знакомых, коллег на работе там, и так далее. Что мне это принесло. Как я сейчас на это смотрю. В общем, кайфово, я доволен, я рад, советую, наверное, многим не сразу же ставить такие планки там или вообще даже задумываться об этом. Сейчас, не знаю, там, если провести опрос, там, вам нужно бросить пить, там, либо там, если каждый себе честно задаст вопрос, там, много я пью, мало, это такое понятие вообще растяжимое, такое субъективное, а просто попробовать недельку хотя бы, просто неделю, на самом деле, хотя с другой стороны это не просто, это очень тяжело, неделю не пить алкоголь и посмотреть на свое состояние организма, на свой ум, на свои действия, на свои мысли. Потом, если понравится, попробовать на месяц. Такой челлендж. Может после этого какой-то придумать себе подарок, может там что-то сделать себе приятно, какое-то вознаграждение, чтобы была такая вроде формы игры. И потом вы сами поймете, уже для себя поставите, не знаю, точку в этом деле. Бросать, не бросать, дальше, не дальше, либо там сокращать алкоголь. По поводу сокращения алкоголя у меня был такой миф, там, не знаю, это было, может, года 4 назад, типа, что-то я много пью, там, в неделю, там, не знаю, 3 литра пива, я считаю, это много, надо сократить. И я пытался там сокращать, там, не знаю, до литра пива, там, ну, короче, это все такая ерунда, это такой самообман, я помню, был. У меня это лично не работало. Ну, вот как-то так. В этом видео, повторюсь, я рассказал свой личный опыт. Я не знаю, как правильно, как неправильно. Я рассказал, как я бросал пить, что мне это дало. И вам советую просто попробовать ради интереса, ради эксперимента недельку не пить. А если понравится, может быть, месяц не пить. И потом сравнить 2 этих ощущения, 2 этих состояния. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Блин, что-то в горле даже запершило. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Все, всем хорошего дня. До свидания.